Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте сегодня немножко поговорим про Завидово, а точнее давайте поговорим о таком месте, которое называется Новозавидовский. Новозавидовский это такое поселение, такое полугородское, полудеревенское. И в этом поселении, скажем так, деревне, селе находится станция Завидово. Вот она, эта станция. Так, как нам добраться с Макшино в Новозавидовск? И я уже 100 раз рассказывал, но расскажу еще раз, если вы смотрите это видео в первый раз, и если вы не смотрели видео, которые предыдущие, все очень просто до безобразия, Если вы находитесь в Макшино, можно вызвать такси и, короче, по вот этой дороге доехать до Новозавидовски, Если вы, опять же, находитесь в Макшино, но вы не знаете номер телефона такси или еще что-нибудь, то можно, опять же, смотрите, можно подойти примерно к этой остановке. Вот, видите, это остановка, да? И вот здесь, вот в этом месте, напротив продуктового магазина, всегда находятся таксисты. Они ждут заявочки, чтобы развозить людей в разные направления. Так что вот так вот. Но есть еще один вариант. Этот вариант довольно-таки, долгий, скажем так. Можно дождаться автобуса. Этот автобус в Макшино останавливается в двух местах. То есть он останавливается вот здесь и останавливается вот здесь вот. На любую из этих остановочек идете, там по идее должно быть расписание. Смотрите по расписанию, когда приедет автобус, там ходит единичка, как вы видите на карте это. Садитесь на единичку и едете в Новозавидовский. Но вы знаете, есть еще и третий вариант. Видите вот эту вот дорогу, да, до Новозавидовска. Можно с Макшино доехать до Новозавидовска на велосипеде. Это тоже прикольно. Мы ездили, нам очень понравилось. Ездили на велосипедах и ездили на электросамокатах. Но можно и в принципе дойти пешком. Но на велосипеде, конечно, будет побыстрее. И на велосипеде, по времени, где-то полчаса ехать. Полчаса, да. На такси, допустим, минут 10, на автобусе минут, плюс-минус 20-25. Если на велосипеде, то минут 30. Пешком, я не знаю, честно говоря. Пешком где-то около часа. Так что вот так вот. Вот эта дорога, она нормальная. Она бетонная, она прикольная, она интересная. Там по пути можно очень много всего интересного посмотреть. Там и такие магазинчики есть, и деревушки такие разные. И все в таком духе. Значит, вы приехали в Новозавидовский. Новозавидовский, он, разбросанный, разделен, скажем так, на две части. Его разделяет железная дорога. Смотрите, видите, это железная дорога, которая идет у нас на север. Если она идет на север, значит, она у нас идет в сторону Твери и Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим. Вот у нас Тверь, видите? А вот у нас здесь где-то должен быть Санкт-Петербург. Вот у нас Санкт-Петербург. Вот Тверь, вот Санкт-Петербург. И вот здесь примерно вот здесь находится Новозавидовский. Так что вот так вот. Что вам рассказать про поселение, про село, деревню, как вам удобно, которая называется Новозавидовский. Она прикольная, честно вам скажу. В некоторых местах она, конечно, страшноватая, но в основном она прикольная, она интересная. Там много всяческих магазинов, но самое главное, знаете, что там есть? Там есть Сбербанк и там есть банкоматы. Так что вот так вот. Давайте посмотрим на панораме наш Сбербанк. Так, у нас интернет, сразу вам говорю, паршивый. Но несмотря на наш паршивый интернет, все загрузилось. Так, давайте определимся, где у нас Сбербанк. Сбербанк у нас вот здесь вот. Здесь вот так вот проходите по вот этой дороге, вот так заворачиваете и заходите в Сбербанк. Что там в Сбербанке? Сбербанк это и есть Сбербанк. Там принимаются всякие платежи и так далее, но и что немаловажно, там есть банкомат.
Вот, там есть банкомат, и, в принципе, если вы любите наликом платить, ну, то есть наличными, то можете снять там деньги. Вот, иногда там бывают очереди, так что имейте в виду. Мы один раз пришли снять денежку, и там простояли, наверное, минут 15, может быть и 20. Так что вот так вот. Попали, короче, в час пик. Вот. Вот это у нас Новозавидовский поселок. Да, вы скажете, боже, какая страшная тема. Нет. На самом деле это все, смотрите, это 19-й год. Это вот съемка, это 19-го года. На самом деле здесь уже, ну, поменялось многое. Здесь вот строят торговый центр. Вот, ну, как торговый центр? Торговый центр уровня этого поселка, этого села, этой деревни, скажем так. Вот. Дальше у нас стоит памятник Ленину. Вот он такой. Хвала вам и честь, что не снесли его. Я, вы знаете, к памятникам отношусь я так очень трепетно. То есть это все-таки наша история. Давайте не будем гадить. Пускай стоит. Вот. Что вот здесь? Вот здесь это раньше был, я так понимаю, клуб. Вот. Потом, короче, этот клуб превратился, ну, как вам сказать, в торговую площадку. Так что вот так вот. За этим зданием находится магазин, который мне тоже очень нравится. Этот магазин, вот он даже видно на карте, вот здесь вот видите, это Пятерочка. Пятерочка вообще шикарный магазин продуктовый. Я очень люблю его, так же само, как и Магнит. Вот, смотрите, вот это у нас вот Магнит, да. Вот, его построили, но вот эту часть я, честно говоря, не могу вам сказать, в каком году ее построили. Но там Пятерочка расширялась, вон, видите, дальше она расширяется. И, скажем так, там начали продавать косметику, там аптека появилась, ну и все в таком духе. Вот это расширение, скажем так, для этой основной части сделали в 2019 году. Так что вот так вот. Ну давайте проедемся по дороге, вот, и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот это вот у нас центр Новозавидовска. Вот, почему это центр, вы спросите, и почему он такой ужасный? Но это же вам не Москва, поймите правильно. Центр соответствует своему месту. Вот, и все. Для своего места это нормальный центр. Вот. Давайте пройдемся чуть-чуть. Вот, как я вам и говорил, вот смотрите, здесь у нас Магнит у дома. Вот он, Магнит у дома. Ну, вы знаете, для такого поселения, для деревни, это хороший магнит. Он довольно-таки большой. Вот, это основная часть этого магазина. Вот, а вот это вот пристроечка. Там сделали Магнит Косметик, и там аптека. Ну, и там еще кое-какие торговые площадочки есть. Так что вот так вот. Вот, смотрите, вот у нас аптека, тут Билайн есть, МТС, вот сам Магнит Косметик. Вот. Но вы знаете, что здесь классно еще в центре Новозавидовска? Здесь есть рынок. Вот, значит, вот сюда заворачиваете, да, и там на довольно-таки большой площадке там находится рынок. Вот, слушайте, рынок вообще классный, мне очень понравился. Там вот это вот, знаете, такой антураж, вот чисто такой совдеповский. Ну, прикольно, как будто, знаете, попадаете в это, как будто на машине времени переместились в прошлое. Ну, довольно-таки прикольно. Вот, смотрите, вот здесь вот магазин для рыболовов. То есть там он небольшой, я вам сразу говорю, там магазин, он, наверное, квадратов 20, может быть и меньше. Но в том магазине очень много всего. Там и удочки продаются, и снасти, и одежда. Все, что хотите, все, что угодно. Так что вот так вот. Здесь у нас такой получается рыночек экспромт. То есть здесь вот у нас, значит, торгуют на открытом воздухе. И вы знаете, цены довольно-таки приемлемые. Ну и что я вам хочу еще сказать? Овощи, фрукты, ну и все остальное, сладости какие-то восточные, очень-очень вкусные. Мы, когда приезжаем летом, мы покупаем вот здесь вот все.
И мы ни разу не отравились и ни разу не пожалели, что там что-то взяли. Так что вот так вот. Но вы смотрите, здесь у нас по бокам такие мелкие магазинчики, такие продуктовые там и так далее, и так далее. Обувные там есть магазины. Вот тут парень сидит, что-то там грустит. Вот он. Так что вот такие у нас пироги. Давайте пройдемте дальше. Угу. Так, еще пройдем. Здесь у нас, вот смотрите, магазин обуви Каприз. Вот, мы в него заходили. Неплохой магазинчик. Будете здесь, в центре, заходите, посмотрите, что да как. Вот, так что вот так вот. Значит, здесь у нас поворот идет в эту сторону. Так, мы вот так вот шли, а это поворот получается у нас налево. Налево. Что я вам хочу еще рассказать. Здесь есть Дмитрогорские продукты. Магазин Дмитрогорские продукты. Если мы сейчас увидим его, вот, да, смотрите, вот видите, краешек его виден. Вот, я очень люблю этот магазин. Он хороший, действительно, там вот эта продукция вся, вот эта мясная, мясокомбинатовская и так далее, она качественная. Вот действительно качественная продукция. Вот. Также здесь есть еще одна аптека. Вот в этом здании, если вы приехали первый раз, и у вас такие планы, вы хотите облагородить свою квартиру, и вы хотите купить шторы. Вот в этом здании есть магазин, где можно выбрать шторы, и вам их подошьют по вашим размерам. Вот, мы заказывали шторы именно здесь. Так что вот так вот, заказывайте шторы вот в этом магазине. Вот, так что вот так вот, еще раз повторюсь. Вот, так, давайте вернемся обратно и давайте посмотрим вот в эту сторону. Вот видите, вот это вот, скажем так, место, это станция, то есть это железнодорожная станция. Как вы заметили, вот здесь вот у нас идет железнодорожная станция. Да, это железнодорожная станция, которая называется Завидово. Если вы едете с Москвы и вы едете в Макшино, то вы на Ленинградском вокзале садитесь на Тверское направление в сторону Твери, Москва, Тверь. Вот, и выходите на станции Завидово. Потом что делаете? Вышли отсюда, и вот здесь вот, ну, скажем так, за этим зданием всегда стоят таксисты. Вот, подходите к таксистам и говорите: нам до Макшино. Они вам говорят таксу, и вы 10 минут, и вы находитесь в Макшино. Так что вот так вот, Новозавидовский центр. Но вы знаете, про Новозавидово можно много говорить, и много очень интересного. Это мы так чуть-чуть пробежались. Вот, я вам рассказал так вкратце. Вот, а мы еще как бы вернемся к этой тематике Новозавидовска. Так что вот так вот. Не пропускайте наши видосики. Будем регулярно их публиковать. Вот, и рассказывать вам про это интересное довольно-таки место. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.